Обозреваем сегодня Blocktales, лучшую JRPG в Roblox. Но есть одна загвоздка. Эта игра полностью на английском, и перевода на русский нет. Для меня это не проблема, поэтому я решил сделать этот обзор, чтобы больше людей из комьюнити узнали про нее. При обзоре первой главы я буду чаще рассказывать про геймплей, нежели сюжет. Но в будущем это может измениться, когда будет рассказ про третью главу. Создаем новое сохранение. Просыпаемся мы в комнате пингвина, обучающего Терри. Он не сильно доволен, что мы спим в его постели. А мне пофиг. А почему играет такой крутой саундтрек? Окей, зря я на него быканул. Теперь Subspace сдох, и нужен другой персонаж, что с этим справится. Кто же сможет спарировать самые опасные атаки? Леон! Точно. Он же точно сможет. Возвращаемся после плохого сна. Но Терри не рад и опрокидывает нас. Конечно, наш герой пытается оправдаться, говоря про Билдермена, похищение и путешествие во времени, но пингвин в это не верит. Мы находимся в 2010-м. Время, когда люди творили чудесные вещи в Roblox, а не в нашем времени, когда процветают симуляторы казино, созданные ради денег. Но он все равно замечает, что мы не местные. Слишком уж детализированно мы выглядим для 2010-го, поэтому он будет за нами следить. Время пойти в Roblox HQ. Кстати, видите этого другого игрока? Blocktales чаще всего, они твои тиммейты. Это сильно отличает игру от других JRPG, где союзники — это болванчики с другими статами и навыками, которыми ты управляешь. Из-за данной особенности каждый игрок берет на себя особенную роль, в зависимости от своего билда. Но билдостроение я затрону позже. Данная игра полностью пропитана атмосферой 2010-го. Мы используем гиры из того времени. Игра повествует об разных старых плейсах, персонажах и людях. Позже я буду объяснять многие отсылки на то время. Первое, что мы собираемся сделать, это войти в Roblox HQ. В качестве оружия у нас супербол. Мячик, что может наносить 2 удара. Хорошо, что у нубов как раз таки 2 хп. Просто наносим 2 удара... А где второй удар? Вот и одна из самых главных механик этой игры. Усиление удара и уклонение. Когда удар вот-вот будет сделан, нужно нажать пробел, чтобы он усилился. Таким образом происходит и уклонение. Пройдя на верхний этаж Roblox HQ, нам видно, что 2 нуба разных цветов избили Шедлецки, первого креативного директора Роблокса. И теперь они переключаются на нас. Не, ну они нас победят. Я на синего атакую. А он первый? Почему я пиздов получаю больше, чем... Уклоняйся, бро. На синего. Блять, ладно, хардмод дает о себе знать. Нахуй. Я могу умереть. Шедлецкий вроде в норме. Он нам рассказывает, что они забрали Билдермена. Он был похищен. Они хотят найти мечи Sword of the Heights. Мы должны это остановить, принимая задание и получая взамен деревянный меч, чтобы сломать доски к лифту. Мечи из Фотх, а именно дальше я так буду их называть, это лимитированный набор оружия в магазине, что был создан в честь режима, который был назван точно так же. Туда входят 7 разных мечей. Ice Dagger — самый мелкий меч, но и самый опасный из-за ледяного ваншота. Illumina — самый высокий урон. Wind Force откидывает. Dark Heart лечит при нанесении урона. Ghostwalker прокачивается и дает инвиз. Venom Shank — меч с ядом, что скелится от максимального хп противника. Firebrand — меч, что имел защиту против Ice Dagger и при этом плохой урон. И он даже не попал в список самых опасных мечей по версии Roblox. Пожалеем судьбу Firebrand и пойдем дальше. Мы встречаем Терри, который обучает нас строению билда. До этого через это меню я ставил хардмод, который увеличивает урон в 2 раза. Но теперь у нас появляется первое улучшение. Теперь мы можем бить с повышенным уроном. После определенного количества битв мы получаем первый левелап. Мы можем выбрать, что именно улучшается: здоровье, выносливость, это как мана тут, а также БП. В игре не упоминается, что это именно, но назовем это очками билда. С ними мы как раз таки берем больше улучшений. На нас неожиданно нападает Нубадор, опекун этих 2 нубов. Наносит очень много урона своим ударом. Это пиздец. Наша первая смерть произошла именно тут. А вот теперь... Да, теперь да. Но по большей части это произошло, потому что изначально у меня было 4 хп. Так что после возрождения было легко пройти это. А, да, все. Двойные ходы, когда ты соло. На. Найс.
Hello World of Invasion. Время зайти в пещеру. О, мы идем в Блэкрок, погнали, погнали, сейчас запиздим. Поднимаясь по лестнице, Терри нам неожиданно угрожает? А, стоп, он просто испугался, что это муравьи сзади. Он ненавидит муравьев. Ну, я тоже, потому что я не понимаю, как уклоняться от этой атаки. Просто тут уклоняться, я не понимаю, это паттерн. Это очень странная херня. Мы открываем новую способность притягивания предметов с помощью шара, получив повышение хп. И она стоит целых 3 очка билда. В принципе, логично, когда мы получаем столько же хп, если прокачаемся по-другому на левелапе. И на левелапе мы как раз таки берем 3 очка билда, если не берем хп. Мы ближе подходим к Блэкроку. Теперь все тут во льду. И на нас неожиданно, после бесплатного лечения, нападает королева муравьев. Филлерный босс, про которого я вообще в первый раз забыл. И удивился, когда услышал ее саундтрек среди этого крутого списка. Хотя бы один раз прожми, и будет нормально. Да блять. Ну я же нашел. Я... Кидай использую- фаербол на босса. Да, я хотел, кстати. Да блять, ты должен был этого убивать! Ну и в чем смысл моего фаербола теперь? А, так ты же сказал... А, кидаешь. Я думал, типа, ты сказал кидай. Есть. А, я должен 2 раза был пробел нажать. Я забыл про это. Проходим в Роудтаун. Городок, в котором слишком много снеговиков, что заставляет задуматься о смысле бытия снеговиком. Быть созданным, чтобы растаять к весне, или стать частью снега при буре. Кстати, я думаю, время обратить внимание на саундтрек. Он так сильно подходит данной игре. Не знаю, как вам, но вот этот саундтрек слишком сильно звучит ностальгично для меня. И это не первый раз, когда саундтреки подобных локаций вызывают у меня ностальгию. Такое же происходило и в Дельтаруне. А вот и наш первый магазин. У этого челика можно купить разные карточки. В итоге я купил Боллера. Он увеличивает урон супербола, при этом убирая меч. Есть маленькая проблема с расходниками в этой игре. Их много в мире, но при этом мало места в инвентаре, а сохранить на будущее нельзя. И не слишком много импакта в бой приносит при этом. Легче использовать их для продажи ради тиксов. Они, кстати, старая валюта Роблокса, что выдавалось каждый день. Можно было покупать различные предметы и аксессуары на них. Их убрали в 2016 году. Я как раз таки в том году и пришел на платформу и успел урвать одну футболочку. Это было еще на старом аккаунте, который я уже потерял. Теперь нельзя бесплатно получить вещи в Роблоксе, как раньше. После продажи расходников, время идти дальше. Проходя мимо КПП, мы идем в сторону замка Блэкрока. Кстати, про него. Роблокс давно создал карту Crossroads. На нем было 4 региона. Playground, Thieves Den, Lost Temple и Блэкрок. Блэкрок — это тоталитарное государство с замком, находящееся в заснеженных горах. Опа, динамит. Случайно кассир под обвалом просит меня о помощи. Я ожидал, что это взорвет тоже. Он пообещал мне дать пису, но я ее не забрал. И не думайте, что это я забыл забрать. Я оставил ее на другую главу, так как посмотрите на ее лечение. Да у меня только 10 хп, зачем мне она? Только место будет занимать. Пока что в игре нету никакого ящика, в котором лежали бы все расходники. Но это собирается добавить в 4 главе. Используем тот же самый динамит для входа в замок. Я за смерть что-то... Что-то рыцари не сильно рады, что мы зашли через дыру в стене, которую мы сами создали. И вот я не знаю, как мне рассказывать про эту часть игры, когда мы добираемся до короля. Проходить это интересно, но вот рассказывать... Конечно, я могу рассказывать постоянно про прикольные гиммики, типа этот рыцарь новобранец, он не будет нас атаковать, или этот рыцарь специально от нас оборачивается, и он не будет атаковать нас. Но для сюжета это вообще не имеет ценности. Хотя я его не упоминаю про некоторые моменты, знаете, что проходить их, при этом вчитываясь в диалоги. Довольно-таки интересно. Проходя по коридору, мы натыкаемся на счетчик душ. Целый миллион погиб на данном месте. Так, смотрим, повезет 50 на 50.
Повезло? Нет. Этот босс проходит легко, но эта статуя выделяется на общем фоне. Ты не ожидаешь, что она передвигается настолько быстро, нанося урон при этом всей команде. Вторая его атака не настолько сильна, потому что и попасть в тайминг легче, и бьет только одного игрока. Нет, ну ты, конечно, гениальнейший чувак, ты понимаете? Да блять, я чизбургер использовал на 8. Я для тебя шутка. Не знаю, сам подтверждай в себя следующий ответил. раз. Ты же видишь мои действия. Я тебя ненавижу. Алло, у тебя 15 хп, 10... 5 плюс 5, сколько будет? Плюс 1. Не больше... Все идеально. Пиздец, блять. Встречаем мы на кухне повара, что просит нас взять ему бутылку цвета розы. Они все одинаковые. Ладно, берем эту. Все же это была алая бутылка. Зато мы получили новую карточку. О, Терри, классная шляпа. А ты откуда ее взял? Оу, хо. С той карточкой, кстати, можно уменьшаться в размерах, помогая пройти узкие пространства. Таким образом, забирая ключ к тронному залу. Вот и встречаем жестокого короля. Он, в отличие от других персонажей, знает что-то про будущее, как и мы. Он видел, что королевство исчезнет. Как он про это расскажет своим подданным? Их счастье, дом, исчезнут через несколько лет. Король верит, что с помощью того самого ледяного клинка сможет переписать будущее. Чего бы это ни стоило. Последний босс-файт головым. Из-за клинка вся его часть комнаты стала ледяной. И угадайте, какой же эффект наносит при ударе? Ну, ледяной. Против игрока это не сильно ведь что-то меняет. Запрещает уклонение, отменяет действия, а также наносит один дополнительный урон в конце хода. И при этом только последний пункт влияет на эту битву. Проблема в длительности эффекта. Он заканчивается на том же ходу, когда и был наложен. Всех противников легко убить за 1-2 хода. Интересен лишь тайминг его атаки по области, ведь в нем нет четкого определения, когда надо уклоняться. В общем, довольно-таки простой противник, который не создает сложности при прохождении. Пиздец. Я могу тебя захилить? Я могу... Ладно, на, держи. Ну, я пытался. Я отвечаю, я отражу. Это кого он позвал, блять? Этого типа я могу убить прямо сейчас. Блять, минус урон. Так, хватит. Блять, не то. Нормально ты его убил. Сражайся с этим дебилом напоследок. После победы он, чувствуя холод, распадается на лед. И мы забираем наш первый меч из 7, Ice Dagger. Данная глава ощущается ностальгично для меня. Она пропитана атмосферой Earthbound. Хоть и сделано все так, как будто для детей. Но в этом нет ничего плохого, если в ней интересно читать диалоги. В них очень много мелких приколов, кстати. А также интересно сражаться. Пока что сюжет не сильно блещет огромным интересом, но это сильно изменится в 3 главе. Пока что ждите видос про 2 главу. Она хоть и филлер, но в ней раскрываются сюжетные детали. В ней как минимум появляется один из самых лучших персонажей игры.